Я в Южной Америке и начинаю свое большое соло-путешествие, которое продлится примерно полгода. И я добралась до своей первой точки. Это город Аякучо в горах Перу. Я ехала сюда 3 дня, провела Новый год в небе. Я проведу здесь примерно неделю и поеду дальше исследовать континент в таком расслабленном режиме. Мне придется провести 12 часов в аэропорту Майами. У меня случайно оказались с собой китайские юани. Сейчас попробую их поменять. Не знаю, там пара долларов, наверное, есть. Я добралась до Перу, прошла границу. Виза в Перу не нужна на 90 дней. Вопросов задавали мало, ничего не спрашивали. Билеты обратные не нужны. Я очень устала, а ехать мне еще сутки, наверное. Вот сейчас я поеду на вокзал автобусный искать автобус. Супер спокойный аэропорт. Я на парковке Убера. Скоро за мной приедут. Я приехала в терминал и сейчас буду искать автобус. Тут у каждой автобусной компании своя касса, и вон там вверху написано направление, куда они едут. Их очень много, и надо вот так ходить и спрашивать цены. Либо можно купить в интернете, но далеко не все. Сейчас, правда, все закрыто, потому что сейчас 5 утра 1 января. Ну, кстати, терминал очень чистый, безопасный и получше некоторых американских терминалов. Вот мне нужно в этот город, но все кассы тут закрыты, а значит, что отправлений днем нет. Ну ладно, пойду искать кофе. У меня тут возникла неожиданная проблема. Я не могу снять наличку со своей карты. Почему-то все банкоматы ее не принимают, говорят, там ошибка. И здесь нет почему-то обменников нигде вокруг этого терминала. Ну и плюс еще все закрыто вообще, потому что 1 января, утро. Я надеюсь, что откроется торговый центр. И там есть больше банкоматов. Может быть, там будет обменник. Если нет, то мне придется платить за все карты. В принципе, билет на автобус я куплю. Вот я смогла еще в аптеке здесь купить водички. Тоже приняли карту на транзакцию на 70 центов. Ну вот, развлекаемся, короче. Я взяла билетик самый ранний, в 7:15. Он был чуть-чуть дороже, но сидеть там до 9-10 я точно не хочу. И вот буду ехать всю ночь. Потом, когда купишь билет, нужно купить отдельный билет на пользование вот этим автобусным терминалом. Тут отдельная будет очередь. И потом можешь идти на посадку. Я, наконец, в автобусе. Ждала его целый день. И в Перу очень классные ночные автобусы. Они очень удобные. Вот этот вообще для интровертов. То есть тут 2 сиденья, вот, но они полностью отделяются друг от друга такой шторочкой. Есть Wi-Fi, есть туалет, тоже кресла откидываются, не полностью, но откидываются достаточно, чтобы расслабиться, они такие мягкие. Тут салон, а вот тут моя конура.
Я добралась наконец до города, но денег у меня по-прежнему нет, оплатить надо наличкой. Поэтому я сейчас иду на главную площадь и посмотрю, смогу ли я снять там деньги или обменять доллары. Если что, у меня есть деньги там на 2 ночи, а дальше будет интересно. Я, наконец, поменяла денежку, поменяла $200 наличными. Вот такие у них. Тут кондоры, калибри на соточке, а на 50 ягуары. Тут было очень много обменников, все обменивают доллары, так что зря я беспокоилась. Но моя карточка до сих пор не работает в банкоматах, поэтому я не знаю, что делать, когда наличные у меня закончатся. Но это случится не скоро, поэтому пока все нормально. Я сходила в кафешку для местных. Тут продают такие комбинированные обеды. Они стоят где-то $3. Мне обошелся. Он включает в себя суп, второе и напиток. И на второе была чауфа. Это такое перуанское блюдо, которое на самом деле китайское. Это жареный рис. И когда в Перу переехало много иммигрантов из Китая на строительство железных дорог, на работу на плантациях 150 лет назад, им выдавали порционно рис, и они готовили свои блюда. Вот они привезли свои соусы, свои рецепты, и это блюдо как-то осталось в Перу. Его стали готовить в Чайнатауне в Лиме, и теперь это одно из самых-самых популярных перуанских блюд. Его можно встретить в любой забегаловке, вот в любом месте. Вот интересно, как переплетаются культуры. А знаете, почему тут все улицы мокрые? Не потому что шел дождь, а потому что тут целая улица парикмахерских, и они сливают воду вот так на улицу. Вся эта улица, такой маленький ручеек по ней течет. Я сняла отель за $8 в сутки. Он находится немножко в отдалении от центра, где-то 20 минут пешком, в очень крутую гору. Вот такая комнатка. Стол, я уже стирочку сделала, кровать и окно в такую пропасть. Но тут есть два забавных таких нюанса. Например, каждому выдают туалетную бумагу, потому что в туалете туалетной бумаги нет. Вот туалет отдельно. Он общий, но на пару комнат всего. Душевая, тоже никаких шампуней, ничего нет. Самое прикольное еще, тут электрический душ. Вот там всякие проводочки. Зато вода всегда горячая, но иногда, когда там что-то плохо соединено, когда касаешься вот этой ручки, тебя иногда бьет немножко током. Ну и вообще вся конструкция очень такая сомнительная. Я наконец-то выспалась и иду исследовать город. И самое классное место в любом городе в Перу – это, конечно, рынок. И я иду туда сейчас позавтракать, во-первых, и как-то начать вливаться в местную жизнь, общаться с людьми. ¿Eso qué? Maracuyá, chicha. Diferentes tipos de papa. Es riquísima. Lo más rico es acá. Sí. El puré es un poco desabrido. Acá por donde ven papa con huevos cocido, ¿Y por dónde? en sección comida. Es a la derecha, sí. Perfecto. Gracias. Тут прямо на рынке вот такие стенды религиозные к Рождеству.
Люди вон свечечку ставят. Что Перу очень религиозная страна на самом деле. Но я вот в секции, где продают всякие местные блюда, самое классное в путешествиях это есть на рынке. Все это очень дешево. Сейчас пойду искать что-нибудь необычное. В супе картошечка плавает местная. Вот такой кусочек ягненка. Всякие травки. И, кажется, это рис, либо какое-нибудь пшено. Такой очень наваристый классный бульончик. Gracias. Esa coca que te he dicho, a veces está en costal negro de quino y de stevia también unos 20. Gracias. Листья коки. Так как город находится на высоте 2700 метров, это довольно высоко, и на такой высоте уже появляются первые симптомы горной болезни. Там голова очень болит, одышка, когда поднимаешься на гору. Поэтому я взяла натуральную медицину. Здесь, в горах Анд, люди часто жуют листья коки. Вот их продают в таких зеленых пакетиках. Это просто сухие листья коки. И местное население постоянно жует эти листья, либо заваривает их как чай. Но мне нагреть воду негде, поэтому я буду их жевать. Это листья, которые мало чем отличаются по эффекту от зеленого чая. То есть они придают тебе энергии, но ничего такого сверхъестественного не происходит. Единственное необычное такое ощущение, после того, как ты их начинаешь жевать, у тебя немеет сильно язык. Их нужно жевать, но при этом их нельзя проглатывать, потому что они довольно жесткие для желудка. Листья коки разрешены в регионе Анд, и с ними даже можно пересекать границу, если вы пересекаете ее по Андам. Например, отсюда, из Перу, я могу поехать с листьями коки, например, в Боливию, из Боливии в Чили, но я не могу их привезти в США или Россию, потому что там эти листья считаются запрещенными. Уже язык начал неметь. И на вкус эти листья, они такие горьковатые, не очень приятно жевать. Немеет все, и десна, и язык. Так, пойдем дальше гулять. Солнце очень сильное. К вечеру начинается всякая движуха. По улицам начинают ходить всякие веселые танцующие люди. Никогда не знаешь, где здесь что происходит. Ты просто идешь никуда и постоянно находишь что-то очень интересное. Наверное, за это я очень люблю Латинскую Америку. Тут так много необычной еды уличной, тут так много всяких фестивалей, танцев, костюмов. Причем люди их носят не на шоу для туристов, а просто в повседневной жизни. Это один из моих самых любимых регионов в мире, и поэтому я, наверное, возвращаюсь сюда так часто, хотя в Перу я уже много где была и несколько раз возвращалась и вернусь еще. Правило номер 1 в Перу и вообще в Латинской Америке: слышишь музыку, иди туда. Вот там что-то происходит. Nicolás Maduro, el Perú está contigo, es totalmente inaceptable la intervención
ser extranjera. Heladito casero, Muyuchi, rico Muyuchi, mi amor. Heladito Muchas gracias. Gracias. Tengo de 3, 4, 5, 20. Una nomás. Я купила знаменитое мороженое. Здесь его продают уже 100, даже 150 лет на этой площади. Вот такая чашечка стоит 3 соли, это примерно $1. Ну, судя по всему, мне надо найти место вот где-то тут. Все тут сидят. И я сяду. В общем, я приехала в город Аякучо. Это совсем не туристический городок в горах Перу. Мне хотелось приехать именно в настоящее Перу, без всех этих туров, суматохи, кучи туристов. Я здесь проведу примерно неделю. Тут как раз сейчас будут фестивали Бахада де лос Рейес. Это религиозный праздник, но на этот праздник проходят всякие танцы, костюмированные разные шествия.